Всем здравствуйте! Сегодня я хочу предложить вам связать вот такую, ну, очень красивую летучую мышь. Вот, смотрите, как она выглядит, какие красивые ушки, крылья. Так она смотрится сзади. Бантик я привязала для того, чтобы показать, что можно пришивать бантик вот здесь как бабочку. Или сейчас развяжу специально, чтобы показать вам. Или пришивать вот сверху, как для девочки сделать бантик. Вот так смотрится летучая мышь по размерам. Если замеряем от ушек и до ножек, это 17 сантиметров. У этой игрушки вывязываем ножки, от ножек вяжем туловище, вывязываем голову. Отдельно вяжем вот крылья и ушки. И потом эти детали пришиваем. И также оформляем, вот вышиваем реснички и носик. По такой схеме мы уже с вами вязали игрушки. Сейчас я вам их покажу. Это вот вязали такого динозаврика-дракончика. Также вот вязали зайчика. Связали вот такую коровку и вот такого жирафика. Все они связаны по одной схеме, потому видео я буду вставлять вот как вязала некоторые детали у дракончика, у зайчика. Но а для своей мышки буду использовать вот один основной цвет, это серый. Приступим к вязанию. Вот для летучей мыши буду использовать пряжу Dolce Yarnart в 100 граммах 120 метров. И возьму крючок 4 миллиметра. Также для бантика буду использовать пряжу Jeans Yarnart. И крючком буду вязать 2 миллиметра. Теперь будем вязать ножки. Снова делаем кольцо амигуруми. И в это колечко ввязываем 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Первый ряд 6 столбиков. Переходим на второй ряд. Во втором ряду ввязываем 1 столбик, одеваем маркер, второй столбик, следующий прибавка. И еще раз повторяем: 1 столбик, 2 и прибавка. Всего во втором ряду получилось 8 столбиков. Переходим на третий ряд. В третьем ряду вяжем эти 8 столбиков. Провязываем их так по кругу до маркера. Вот в третьем ряду довязали эти 8 столбиков. Теперь тоже так же, как и ручку, складываем пополам и провязываем 4 столбика за 2 стороны. Один столбик, 2, 3 и 4. Вот получилась такая ножка.
У первой ножки мы ниточку отрезаем, у второй не отрезаем, а будем продолжать и вязать туловище. И вот разворачиваем так вязание и будем вязать за переднюю полупетлю вот в каждом столбике. Вот захватываем только за одну, за переднюю полупетлю, задняя у нас остается. Провязываем один столбик, можно одеть сюда так маркер, снова за переднюю стенку второй, 2, три и 4. Вот задние полупетли у нас остались свободные. Берем вторую ножку и тоже за переднюю вот полупетлю, в эту переднюю полупетлю провязываем прибавку, один столбик, и сюда же провязываем второй столбик. Далее вяжем 3 столбика, 1, 2 и 3. Разворачиваем вязание, и у нас здесь остались задние полупетли, за которые мы будем вязать. Этот хвостик так поднимаем вверх, и вот за заднюю полупетлю 1, 2, 3, 4. И переходим на вторую ножку. У второй ножки сразу делаем прибавку в первую петельку, 1, и сюда вот провязываем второй столбик и довязываем 3 столбика. Так. Вот захватываем, не за те петли провязала, вот 1 и второй, это у нас прибавка. Теперь вяжем 3 петли, 3, 1, 2 и вот последняя, 3. Так довязали до маркера, и вот в первом ряду по туловищу у нас получилось 18 столбиков. Вот так смотрится сейчас вязание. Переходим на второй ряд. Во втором ряду уже вяжем за 2 стенки столбика, так как мы обычно вяжем. Провязываем 1 столбик, второй столбик, 3, 4, 5. После 5 столбика прибавка. И так вяжем до конца ряда. 5 столбиков, прибавка. Всего таких 3 повторения. В конце второго ряда получится 21 столбик. И вот по 21 столбику вяжем 3, 4 и 5 ряды. И теперь переходим на 6 ряд. В 6 ряду будут убавки. Здесь вяжем 5 столбиков, 1, 2,
3, 4, 5. И после пятого столбика убавка. Всего таких 3 повторения. 5 столбиков убавка, в конце 6 ряда 18 столбиков. Переходим на 7 ряд. В 7 ряду вяжем 18 столбиков без изменения. И вот так их провязываем до маркера. В 8 ряду тоже провязываем 18 столбиков. Наполнили туловище наполнителем и переходим на 9 ряд. В 9 ряду провязываем 1 столбик, в следующем убавка. И так вяжем до конца ряда. 1 столбик, в следующем убавка. Всего 6 повторений, и в конце 9 ряда будет 12 столбиков. Начинаем вывязывать голову, и это 10 ряд. Вяжем 1 столбик, одеваем маркер, в следующий столбик прибавка. И так вяжем до конца ряда. Столбик, прибавка. Всего таких 6 повторений, в конце 10 ряда 18 столбиков. Теперь 11 ряд. Провязываем 2 столбика, 1, 2. После 2 столбиков прибавка. Снова таких 6 повторений, 2 столбика, прибавка. В конце 11 ряда 24 столбика. 12 ряд. Провязываем 5 столбиков, 1, 2, 3, 4, 5. После 5 столбиков прибавка. И снова так вяжем до конца ряда. 5 столбиков, 1, 2, 3, 4, 5. Прибавка. И еще повторяем 1, 2, 3, 4, 5. Прибавка. И 4 раз 1, 2, 3, 4, 5 и прибавка. В конце 12 ряда 28 столбиков. Теперь 13 и 14 ряды вяжем по 28 столбиков. И вот 13 и 14 ряды по 28 столбиков. Теперь переходим на 15 ряд. В 15 ряду провязываем 5 столбиков, 1, 2, 3, 4, 5. После 5 столбиков убавка. И так вяжем до конца ряда. 5 столбиков убавка. В конце 15 ряда 24 столбика. Я вставила глазки. Глазки на безопасном креплении 10 миллиметров. Они расположены между 13 и 14 рядами, и между глазками 4 столбика.
И теперь переходим на 16 ряд. В 16 ряду вяжем 2 столбика, 1, 2, и после 2 столбиков убавка. И так повторяем до конца ряда. 2 столбика, 1, 2 и убавка. И в конце ряда получится 18 столбиков. 17 ряд провязываем 1 столбик, далее убавка. И так будем вязать до конца ряда. 1 столбик, убавка. Всего 6 повторений. В конце 17 ряда 12 столбиков. Вяжем последний 18 ряд. Здесь нам нужно провязать 6 убавок подряд. Довязываем таких до конца. И вот довязали до конца последний ряд. Вверху у нас осталась небольшая дырочка. Теперь мы ее спрячем. Проходим иголкой и захватываем за передние стенки каждого столбика. У нас их 6. Доходим до того места, с которого мы начинали. И вот теперь затягиваем эту ниточку. Вставляем иголку в середину. И выводим где-то ее сбоку. Так, подтягиваем. И вот никакой дырочки здесь нет. И вот так выглядит основа для летучей мыши. Теперь свяжем ушки. Берем основной цвет, делаем кольцо амигуруми. И в это кольцо ввязываем 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. В первом ряду 6 столбиков. Переходим на второй ряд. Во втором ряду провязываем 1 столбик. Оденем маркер. Из следующего столбика вывязываем 3 столбика без накида. 1, 2, 3. Снова 1 столбик. Далее из одного вывязываем 3 столбика. 1, 2, 3. 1 столбик. Теперь снова из одного вывязываем 3. 1, 2, 3. Вот получается такой треугольник. В конце второго ряда получилось 12 столбиков. Переходим на третий ряд. В третьем ряду вяжем 1 столбик, одеваем маркер, второй столбик. Теперь из одного вывязываем 3 столбика. 1, 2, 3. Теперь вяжем 3 столбика. 1, 2, 3. Снова из одного столбика вывязываем 3 столбика. 1, 2, 3. 3 столбика по одному. 1, 2, 3. Из одного столбика вывязываем 3. 1,
2, 3 и довязываем 1 столбик. Снимаем маркер, делаем соединительную петлю, отрезаем ниточку подлиннее, так как к ней мы будем пришивать это ушко. Вот одно и второе ушко, и будем их складывать в одну и во вторую сторону. Это получится вот такие ушки. Теперь свяжем крылья. Тоже делаем кольцо амигуруми. И в это кольцо ввязываем 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. Ряды будем вязать поворотными рядами. 1 воздушная петля. Разворачиваем вязание и провязываем в первый столбик прибавка. Теперь 1 столбик, в следующий прибавка, 1 столбик и прибавка. Итак, в конце второго ряда получилось 8 столбиков. Воздушная петля, разворачиваем вязание, вяжем третий ряд. В первый же столбик провязываем 1 столбик, второй, третий. Все столбики вяжем без накида. Теперь 2 прибавки подряд. 1 прибавка и вторая прибавка. 1 столбик, второй столбик и третий столбик. Так, в конце третьего ряда 10 столбиков. Теперь делаем 1 воздушную петлю для подъема. Теперь разворачиваем вязание. Это у меня был узелок, и мне пришлось отрезать нить, чтобы продолжить вязание. Теперь вяжем в первый же столбик прибавка. Теперь 8 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и прибавка. В конце четвертого ряда 12 столбиков. Снова воздушная петля, развернули вязание, вяжем 1 столбик и здесь вывязываем пику из 3 воздушных петель. Теперь 1 столбик, второй, третий столбик, четвертый столбик, и здесь вяжем тоже пику с 3 воздушных петель. Теперь 2 столбика, 1, 2, и еще провязываем третий, и из третьего столбика вывязываем пику с 3 воздушных петель. Вяжем 1 столбик, второй, третий и четвертый столбик. Из четвертого столбика вывязываем пику с 3 воздушных петель. И теперь вот по краю, по верхней части крыла будем обвязывать соединительными столбиками.
Петельки не затягивайте для того, чтобы крыло не было вот сверху стянутым. Провязываем свободно. Кому удобнее, то можно взять крючок большего размера. И вот так довязываем вот до конца соединительные петли. И оставляем нить подлиннее для того, чтобы можно было пришить это крыло. И вот получилось такое крыло. Второе точно такое же вяжете самостоятельно. И теперь вот берем ушко, вот такой формы оно у нас получилось. Складываем его вот таким образом. Вот я уже его прикрепила иголками. И будем пришивать. Показываю, вот за основную деталь пришиваем. Вот прокололи иголкой. Теперь за две половинки ушка. Снова вот прокалываем за основную деталь. И вот теперь за две половинки ушка. Снова основная деталь. Две половинки ушка. Можно оставить вот так. Можно немножко еще прихватить вот эту вот сбоку ушко, чтобы держалась более плотно к голове. Вот сейчас я покажу. Так, за одну деталь. И вот теперь уже не за две детали, а за одну, для того, чтобы вот ушко выглядело вот таким образом. И выводим иголку, делаем узелок и прячем эту ниточку. И вот так выглядят пришитые ушки. Также я черной пряжей джинс Ярнард вышила вот такие реснички и носик. И вот приколола крылья. Вот как я их приколола. И теперь будем пришивать. Этой вот одной ниточки хватит пришить и одно крыло, и второе крыло. И пришиваем вот за основную деталь. И теперь вот за край. Вот так. Крыла. Теперь снова за основную деталь. И за край крыла. Основная деталь. И за край крыла. Ниточку так подтягиваем. Теперь переходим на второе крыло. Эту ниточку спрячем и пришиваем точно так же. И вот так смотрится летучая мышь уже
с пришитыми крыльями. И теперь осталось связать аксессуар. Это красный бантик. Возьмем красную пряжу джинс Ярнард. Крючок номер 2. Сделаем, вот я оставляю хвостик немножко подлиннее. Делаем кольцо амигуруми. 4 воздушных петли. 1, 2, 3, 4. Сделали 2 накида. 1 столбик с 2 накидами. Второй столбик с 2 накидами. Третий столбик с 2 накидами. И четвертый. 4 воздушных петли. 1, 2, 3, 4. Соединительная петля в это кольцо. 4 воздушных петли. 1 столбик с 2 накидами. Второй столбик с 2 накидами. Третий столбик с 2 накидами. И четвертый столбик. 4 воздушных петли. 1, 2, 3, 4. И соединительная петля. За длинный хвостик, который мы оставляли, затягиваем ниточку, отрезаем нить. Вот получается такой бантик. Теперь берем эти 2 ниточки и вот обкручиваем бантик. Теперь сзади эти 2 ниточки фиксируем и будем пришивать. И теперь вот этот бантик можно пришить, если это мальчик, то пришиваем вот здесь, делаем такую вот бабочку. Если это девочка, то бантик можно пришить вот возле ушка. Наша игрушка готова. Всем спасибо за внимание. До новых встреч!